Это видео о том, как начать продавать на Wildberries. Приведем пошаговую инструкцию, как торговать на Wildberries с нуля своим товаром. Итак, начинаем. Wildberries — это крупный российский маркетплейс, на котором ежедневно оформляют более 2 миллионов заказов. Он работает в СНГ, Европе и Америке. Wildberries помогает бизнесу продавать и доставлять товары покупателям и берет за это комиссию. Что такое маркетплейс и что на нем можно продавать? Маркетплейс — это онлайн-витрина с огромным количеством товаров. Покупатель может за пару кликов заказать здесь почти все, что ему нужно. Wildberries до сих пор частенько воспринимается обывателями как место, где продают только одежду и обувь. На самом деле здесь уже более 50 категорий и 5000 подкатегорий товаров, среди которых есть буквально все. Бытовая техника, спортивный инвентарь, книги, констовары, косметика, инструменты, садовая техника, автотовары, посуда и многое другое. Кстати, что лучше продавать на Wildberries новичку, мы расскажем в одном из следующих роликов. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Что нельзя продавать? Все запрещенное для дистанционной торговли, а именно алкоголь, табак, лекарства, кроме БАД, их продавать можно, антиквариат, животных, растения, пиротехнику, оружие, наркотики и другие незаконные товары. Какой товар выбрать для продажи на Wildberries? Успех продаж на маркетплейсе во многом зависит от выбора товара и правильного экономического расчета. Эксперты рекомендуют начинать с продажи продукта, который есть на Wildberries, потому что на него уже сформировался спрос и можно провести аналитику. Чтобы понять потребности покупателей, можно изучить первые страницы выдачи товаров, почитать отзывы и оценить конкуренцию. Например, если отзывов много, но не больше 100, значит товар популярен, но сегмент еще не перегрет, можно пробовать. Но опять же, зависит от спроса и на сам товар. Если в карточках товаров конкурентов некачественные фотографии и короткие и неясные описания, то вы можете обойти их, сделав перечисленные действия в разы лучше. Затем нужно сравнить себестоимость товара, цену, по которой будете продавать товар, и предложения конкурентов. Если после подсчетов удается выйти на маржинальность в 100-200% и более, и при этом ставить цену немного ниже, чем у конкурентов, то продажа имеет экономический смысл. О том, что такое маржинальность, мы рассказывали в одном из прошлых роликов. Если кратко, то это показатель, который показывает разницу между ценой продажи товара и его себестоимостью. Например, себестоимость чехлов для iPhone в Китае 50 рублей. С учетом всех расходов и наценки вам выгодно продавать их по 400 рублей. Конкуренты продают такие же чехлы за 600 рублей. Получается, что вы можете конкурировать и зарабатывать на этих продажах. Начинать лучше с продажи товаров небольшого веса и объема, например, браслетов, часов, детских игрушек и так далее, так как у вас будет меньше проблем с хранением, упаковкой и доставкой. Также выгодно продавать товары one size, то есть товары одного размера, дабы снизить вероятность возвратов из-за того, что вещь не подошла. Чтобы оценить товар на Wildberries, можно воспользоваться сервисами аналитики. Например, Маяк. У популярных сервисов аналитики имеются удобные плагины для браузера. Вы просто наводите курсор на любой товар и видите, сколько единиц лежит на складе, сколько продано, какая выручка. Вся информация, как правило, показывается в цифрах и графиках. Эксперты советуют начинать с продажи товаров на Wildberries. Первое – с высоким спросом. Второе – у которых среднее количество отзывов около 50-100 штук. Третье – у которых маржинальность товара выше 100%. Четвертое – небольшого веса, объема и единого размера. Как начать продавать на Wildberries? Пошаговая инструкция. Этап 1. Поиск и переход на страницу регистрации. Чтобы начать сотрудничество, нужно зарегистрироваться на сайте seller.wildberries.ru. Найти страницу для регистрации можно также на официальном сайте маркетплейса в нижней части. Перейдя на страницу в пустом поле, введите номер телефона для авторизации. Нажмите «Получить код» и ожидайте поступления СМС на указанный номер. Когда вы авторизируетесь, система направит вас на страницу для прохождения регистрации. Здесь нужно ввести адрес электронной почты и создать пароль, указав его в 2 полях. После заполнения всех полей нажмите «Зарегистрироваться».
На следующей открывшейся странице начинайте процесс регистрации. Для начала нужно выбрать страну. Этап 2. Регистрация. Теперь пошагово о регистрации. Шаг 1. Коммерческое предложение. После того, как вы указали страну, выйдет новое поле, которое именуется как коммерческое предложение. В этом поле необходимо выбрать форму предпринимательской деятельности из представленного списка. Это может быть ИП, ООО, самозанятый и так далее по списку. Кстати, про самозанятость мы записали отдельный ролик, в котором указали, как стать, какие условия работы и так далее. Затем указываете свои бренды. Обращаем внимание, если бренд вашего товара уже продается на Wildberries, вы не сможете поставлять товар под этим брендом. Если вы являетесь производителем товара, то регистрировать товарный знак на этом этапе не обязательно. Вы сможете сделать это в процессе работы на Wildberries, тем более регистрация товарного знака занимает от 6 до 18 месяцев. Он не обязательно должен быть сразу зарегистрированным. Вы можете сделать это немного позже. Очень важно, чтобы ваш товарный знак не был занят. Затем вы выбираете категорию товаров и указываете свои контактные данные. В поле «Комментарий» пишите информацию о том, чем вы занимаетесь. В поле «Организационно-правовая форма» мы указываем часто встречаемую систему налогообложения ИП на УСН. У вас может быть другая форма сотрудничества. Что такое коммерческое предложение? Сюда вы можете загрузить презентацию о вашей компании или ваш прайс-лист. Он не обязательно должен быть финальным, так как в будущем вы сможете его откорректировать. Это поле нужно для понимания компании Wildberries о вас, то есть в каком примерно ценовом диапазоне будут продаваться ваши товары. Указывайте в прайс-листе именно рекомендованные розничные цены. В любом случае, вы сможете вернуться на данный этап и внести нужные поправки. Шаг 2. Условия сотрудничества. Здесь вы можете скачать договор и ознакомиться с ним. Посмотреть, от чьего имени со стороны Wildberries подписывается договор и на каком основании. Мы очень рекомендуем внимательно изучить условия сотрудничества, чтобы снять все возможные возникшие вопросы. Шаг 3. Анкета контрагента. Следующим шагом будет заполнение основной информации, то есть блока анкеты контрагента. Вам нужно ввести все реквизиты, включая ИНН, и после их проверки основные данные будут заполнены автоматически, так как у Wildberries есть возможность загружать справочники, в том числе информацию из налоговой. Поэтому, если вы ошибетесь на 1-2 цифры или буквы, информация будет отредактирована в правильную форму. После того, как вы заполнили юридический адрес, и если он у вас совпадает с фактическим адресом склада, вы просто можете нажать кнопку «Копировать этот адрес». Он тут же автоматически у вас появляется. У вас может и не быть склада на данном этапе. В таком случае укажите ваш фактический адрес. Поле «Адрес склада» является обязательным для организационно-правовой формы ИП на УСН, которую вы выбрали в начале регистрации. Например, для самозанятых это поле не обязательное. Шаг 4. Уставные документы. Загрузите копии документов. Например, свидетельство о государственной регистрации ИП. Свидетельства есть не у всех, так как с 2017 года налоговая служба такие свидетельства не выдает. В данном случае сюда вы можете загрузить лист записи ЕГР ИП. Отсканируйте его и загрузите. Также нужно будет загрузить ваш ИНН, то есть свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве физического лица. Обращаем внимание, ИНН не ИП, а именно ИНН физлица. Вам понадобится информационное письмо об учете в Стат-реестре. Его вы можете также получить на сайте Росстата. Сайт вы найдете в описании к ролику. Процедура простая, и документ не требует дополнительных печатей со стороны Росстата. Достаточно загрузить документ в электронной форме. Копии сертификатов и деклараций на свою продукцию сейчас вы можете не загружать. Сделать это вы можете позже. Если ваша продукция должна быть сертифицирована, то документы о сертификации нужно будет загрузить до отгрузки ваших товаров. Иначе Wildberries не разрешит поставить товар на склад. Затем нужно загрузить сканированную копию паспорта с фотографией индивидуального предпринимателя и страницу с постоянной регистрацией. Поле «Анкета контрагента». Скачивайте шаблон и заполняйте поля. Здесь все просто и понятно.
ставите дату и подпись. Если ИП с печатью, то ставите еще также и печать. Если печати нет, то достаточно будет только подписи. В поле Price List можете продублировать Price List, который вы выслали в самом начале, если у вас там именно Price List. Если у вас там презентация ваших товаров, то сюда необходимо загрузить именно Price List формата PDF либо Excel. Напоминаем, вы отправляете просто ваши розничные цены. Они могут быть не окончательными. Остальные документы, которые предлагается загрузить, не обязательны. Но если они у вас есть, лучше их загрузить, так как могут понадобиться в дальнейшем. Шаг 5. Выбор оператора EDO. EDO — это электронный документооборот. Если вы уже работаете с оператором EDO, то просто выберите из списка. Wildberries работает с 3 операторами, о которых указана информация в разделе «Коммерческое предложение». Это Contour, SignerDocs и Tensor. Вы можете выбрать любого из этих операторов. После того, как вы нажимаете кнопку «Отправить заявку», на вашу электронную почту приходит уведомление, что в течение 3 дней вы получите ответ от Wildberries. Если все документы оформлены правильно и подгружены в систему, а также указана верная категория товара и другая информация, то ответ приходит очень быстро, как правило, в течение часа. Напоминаем, что весь список необходимых документов вы сможете узнать на первом шаге, то есть когда выбираете организационно-правовую форму. После того, как подписан ваш договор с Wildberries, с вами связывается ваш персональный менеджер и договаривается с вами о первой отгрузке вашего товара. Регистрация на этом окончена, переходим к следующему этапу. Этап 3. Создание карточки товара. Это очень важный шаг. От правильного и качественного заполнения карточек зависят будущие продажи. В кабинете продавца для выполнения этого шага есть 2 варианта. Загрузить список товаров в таблице Excel, либо добавить каждый товар вручную. Первый способ удобен при большом ассортименте товара. Начинающим продавцам лучше выбрать второй. Более подробно, как создавать карточку товара, смотрите в одном из следующих роликов. Подпишись, чтобы не пропустить его. Этап 4. Выбор схемы работы. После заполнения карточек наступает момент, когда надо подумать о поставке товара, но прежде вам предстоит выбрать схему работы с Wildberries. Тут надо познакомиться с понятием fulfillment. Это спектр услуг по подготовке товара к продаже на маркетплейсе. Приемка, упаковка, маркировка, наклейка этикеток, хранение в адресных ячейках, транспортировка до пункта выдачи заказов, оформление возвратов. При сотрудничестве с Wildberries есть 3 схемы fulfillment. Fulfillment by Wildberries – когда у вас нет своего склада. Вы привозите партию товара на склад Wildberries, и далее всеми вышеперечисленными действиями занимается непосредственно Marketplace. Fulfillment by Seller – когда у вас есть свой склад. Товар хранится там, а как только приходит заказ, вы самостоятельно собираете его по правилам площадки и привозите в пункт выдачи заказов. Delivery by Seller. В этом случае, как только с Wildberries приходит заказ, вы привозите его сразу клиенту. Этап 5. Создание заказа товара и его поставка. Заказ создается через шаблон. Это документ, в котором содержатся перечень, количество и артикулы товаров, отгружаемых на Marketplace. Другими словами, это товарная накладная. На каждый товар упаковку нужно обязательно добавить штрих-код. Далее загружаете заказ в систему. Marketplace, исходя из типа товара, присваивает заказу тип перевозки – монопалет, микс-палет. Если товара немного, он не тяжелый, не большой, то тип, скорее всего, будет микс. То есть, когда в одной коробке сразу несколько артикулов. На одну монопалету можно сложить по определенным правилам 3 артикула. После присвоения типа поставки надо обозначить в календаре дату отгрузки. То есть согласовать с Wildberries день, когда можно поставить товар на его склад. Далее вы заказываете транспортную компанию, либо самостоятельно отвозите заказ до транспортной компании, и уже она отвозит его в Marketplace. Важно доставить товар до центрального склада VB. Сейчас это Каледино или Казань. Тогда территорией охвата продаж будет вся Россия. То есть, находясь в небольшом городе, вы будете продавать на уровне федерального масштаба. В управлении поставками в личном кабинете вы можете контролировать дату приемки своего товара и в случае необходимости сдвинуть срок, например, на день позже или раньше.
Вы видите, принят ли ваш товар и в каком количестве. Все, теперь вы можете торговать на Wildberries. Желаем удачи! Кстати, как вы считаете, можно ли быстро начать продавать на Wildberries? Напишите в комментариях. Если вам понравился ролик, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом.